Привет, друзья! Приветствую всех, кто сегодня заглянул на мой канал. Сегодня общий расклад будет на тему наступления Украины и какими будут эти результаты. То есть здесь речь идет о своих территориях, которые были оккупированы, и получится ли их освободить, и мы будем смотреть на ближайшее время. У меня ближайшее время это до полугода, дорогие мои, может даже чуть больше. Вот всегда этот момент проигрывается по-разному, но тем не менее он четко проигрывается. Поэтому присоединяйтесь к просмотру. Давайте посмотрим, каким будет наступление Украины. Вообще это будет уверенно достаточно, и будут все инструменты для того, чтобы осуществить ту самую цель и добиться ее. Есть четкое понимание, как это делать, как это должно быть, есть план, и этого плана придерживаются не спеша. И опять же опираются на прошлые ошибки свои. То есть тут я хочу сказать, что проделана колоссальная, серьезная работа над ошибками. Эти ошибки касаются и логистики какой-то, и вообще в целом ведения боя, и армии и так далее, да, то есть есть уже опыт и достаточно неплохой. И вот эти ошибки, они будут учтены и будут исправлены в будущем для того, чтобы наступление было достаточно прогрессивным, активным и принесло, скажем так, победу. Давайте смотреть. Будет ли достаточно вооружения для наступления? Ух ты! Да, действительно, уже, скажем так, этот процесс запущен, помощи. И я уже сказала, будут все инструменты для того, чтобы инструменты для возможности победы. Это очень важно, и это будет использовано. То есть я хочу сказать, что достаточно так будет все комфортно проходить. То есть то, что намечено, как это выстроено все, так и будет это происходить. То есть не будет никаких таких сюрпризов, растерянности, какой-то некомпетентности. То есть здесь этого всего не будет, это исключено, потому как я уже сказала, колоссальная работа над ошибками проведена. И достаточно хороший опыт уже у ребят. Давайте смотреть, получится ли украинской стороне освободить оккупированные территории. Давайте смотреть. Да, получится однозначно. И вообще вот сразу, как я открыла эти карты, я просто почувствовала колоссальную боль. И, знаете, такое терзание, душевное терзание, и это какое-то такое эгрегорное чувство, как люди действительно переживают вот эту потерю, как они болеют за свою родину, как они вот энергетически передают всю вот эту силу воли, поддержку тем людям, которые непосредственно находятся на фронте. Это очень важно, дорогие мои. Здесь сумасшедшая поддержка и даже та энергия, которая идет от людей, верящих и, скажем так, полностью зависящих и доверяющих вот этим бравым воинам, это
дорогого стоит, и это дает непосредственно, я уже сказала, на эфирном даже плане. Вот как бы кто к этому не относился, но это действительно существует, силу, поддержку, уверенность в победе своим воинам, которые на фронте защищают мирное население. Вот так что здесь все достаточно. Вот пока мне нравится, как идет расклад. Давайте смотреть. А как будет себя чувствовать российская армия? Давайте посмотрим в момент наступления украинских солдат. Это будет действительно тяжелая фаза, тяжелый период для соперника. Это будет действительно достаточно сложный период. И, возможно, он даже будет не то чтобы переломным, а даже в какой-то степени завершающим этапом всей истории. И это мягко сказано, все то, что я сказала, да. Поэтому, дорогие мои, здесь достаточно интересный расклад и интересные события на будущее. Очень интересные. Давайте посмотрим события к лету, которые нас будут ожидать в связи с этой темой. К лету. Давайте смотреть. К лету. Как будет обстановка, какой будет обстановка к летнему периоду. Я вижу, знаете что, дорогие мои, я вижу тут помощь, действительно. Опять же, она будет продолжаться. Это касается, естественно, финансовых моментов. Здесь будет происходить помощь в плане, возможно, инфраструктуры и того, что люди потеряли, да, чтобы как-то восстановить. Особенно это будет касаться летнего периода. Возможно, именно летний период будет таким, когда можно будет уже какие-то части страны восстанавливать потихоньку для того, чтобы люди могли менять локацию, да, с одного города в другой, где более серьезно все выглядит и устрашающе, нежели вот в тех точках, где уже более будет спокойно, да, потому как наступление, оно пройдет недаром, дорогие мои. Я уже сказала, что это достаточно будет такой, прям, знаете, серьезный шаг, и этот шаг будет плодотворным. Вот что самое важное. И не хочу сильно забегать вперед, но чтобы вы знали, здесь будет колоссально идти финансовая помощь и возможность для того, чтобы восстановить какие-то области в стране, чтобы люди могли вот уже к следующему году, да, чувствовать себя комфортно. Чем закончится наступление Украины? Давайте посмотрим, чем оно закончится. Вот знаете, что меня здесь больше всего поражает? То, что действительно огромная, колоссальная, мощная поддержка. И знаете, это как такой кокон, я бы вот почему-то с этим сравнила. Вся страна находится настолько с друг другом в единении, в таком вот
гармоничном каком-то единении, и несмотря ни на что, ни на какие там мелкие нюансы и обстоятельства, которые, ну, без них никак, люди действительно держатся вместе. Они одно целое, они одно единое такое вот, можно сказать, один единый организм, который борется с болезнью. Вот я хочу так сказать, что а, наступление закончится очень прогрессивными и положительными переменами, и цели и планы будут осуществлены. Это 100% я могу сказать. И даже в этом будет присутствовать какой-то такой, такая сила, знаете, которая будет сопровождать и дальше в этом пути во всем. И потому как страну еще нужно будет восстанавливать, приводить в порядок, скажем так. И для этого тоже требуются силы, потому как эти силы утрачены в бою, их сложно восстановить, но тем не менее эти силы найдутся, да. Вот этот психологический страшный период, который сейчас проживают люди уже на протяжении года, и нужно будет еще найти силы на восстановление, на как бы реабилитацию, не только внешне, не только вот в таком глобальном понимании, но и психической реабилитации. Это очень тоже непросто, это все еще предстоит, это колоссальная работа, но тем не менее я хочу сказать, что силы откуда-то будут приходить. И я вижу здесь достаточно, опять же, еще раз не устаю повторять, с самого-самого начала, как я начала вот подобного рода расклады делать, что с самого начала я никогда не ошибаюсь, это за редким бывает исключением, что все-таки я вижу здесь действительно положительные перемены, которые принесут в будущем гармонию в эту страну. И, естественно, однозначно это путь в Европу. Однозначно, и поэтому я вижу здесь наступление как маленькую такую победу. А победа, я считаю, тот момент, когда уже будет восстановлена полностью страна, и когда она будет двигаться в сторону развитых цивилизаций, и будет уже такой прорыв. Это касается и реформ, и всего остального. Поэтому это маленькая победа, услышьте меня. Вот такой прогноз у меня на ближайшее будущее. Комментируйте, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь, если вы еще не подписались. На сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.